Но вернемся опять в Константинополь. Есть ли там что-нибудь подобное? Оказывается, есть. Это знаменитая цистерна-базилика. Огромный подземный резервуар, вмещающий 80 тысяч кубометров пресной воды, который был сооружен недалеко от храма Святой Софии, одновременно с его строительством, якобы в VI веке. Размеры подземного сооружения внушительны – 145 на 65 метров. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн, 12 рядов по 28 колонн 8-метровой высоты. Колонны стоят на расстоянии 4,8 метра друг от друга. Стены сложены из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра и облицованы специальным водоизоляционным покрытием. Таких подземных резервуаров в нынешнем Стамбуле насчитывается более 40. Вода доставлялась в цистерны по водостокам и акведукам, в том числе и по самому большому акведуку Константинополя – Валента, из источников Белградского леса, расположенных в 19 километрах к северу от города. В старинном литературном памятнике «Хождение игумена Даниила в Святую Землю» при описании им библейского Иерусалима есть глава о столпе Давыдове. В ней сказано следующее: «Дивен есть столб, на 4 углы создан, посреди его воды в нем многие». Грандиозные константинопольские подземные водохранилища-цистерны и есть на самом деле те самые иерусалимские многие воды, находящиеся посреди столпа, то есть среди столбов. Описывая храм Соломона, Библия упоминает о некоем замечательном сосуде, который, по ее мнению, естественно, связан с этим храмом. В Библии этот сосуд назван очень интересно – «Море на 12 валах». Давайте посмотрим, что же говорит Библия. «И сделал литое море Соломон из меди море, от края до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть. Оно стояло на 12 валах. Море лежало на них, и зады их, то есть валов, были обращены внутрь под него. Оно вмещало 2000 батов». Это цитата из 3 книги Царств, глава 7, стихи 23-26. Далее Библия говорит об этом несколько раз. Цитирую: «И литые подобия валов стояли под ним со всех сторон», то есть под этим морем. «На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Оно, то есть море, вмещало до 3000 батов». Это уже другая книга библейская. Вторая книга Паралипоменон, глава 4, стихи 3 и 5. Что же мы видим? Написано некое море огромного объема. Это сосуд некий с водой вмещает 2000 неких батов. В комментариях к Библии сказано, что это порядка 100 тысяч литров воды. Это бассейн, но размером примерно 10 на 10 метров, который почему-то поднят, по мнению комментаторов, над землей, стоит на некоторых валах. Глубина бассейна, якобы по реконструкциям комментаторов современных, около 1 метра, и стоит на 12 медных валах. Но это выглядит странно. Зачем было поднимать огромный бассейн такого размера 10 на 10 метров над землей, когда проще было бы вырыть в земле такой бассейн, наполнить ее водой и не утруждать себя подъемом этой огромной емкости на какие-то медные валы. Между прочим, в современных иллюстрациях к Библии на эту тему художники, начиная с XVIII века, так и рисуют огромный медный сосуд, стоящий на 12 валах. Рядом люди, которые взирают с восхищением на это гигантское сооружение. По нашему мнению, по нашей реконструкции, картина была куда более простой и очень естественной. На самом деле в Библии говорится о знаменитом сооружении в Стамбуле,
Это так называемое подземное цистерна водохранилище. Она была построена еще при Сулеймане в XVI веке. В нашей реконструкции именно Сулейман Великолепный дал основной вклад в библейские рассказы о царе Соломоне. И это водохранилище сохранилось до сих пор. Это один из туристических центров, туда ходят масса туристов. Это огромное водохранилище, подземное, цистерна. Она была построена для снабжения Стамбула водой. И становится понятно, о каких таких 12 валах ведет речь Библия. На самом деле в этой знаменитой цистерне подземное сооружение огромное 12 рядов огромных колонн. Эти 12 рядов колонн и были в Библии названы условно 12 валами. Вообще, обратите внимание, что в славянском языке слова «вол» и «вал» звучат практически одинаково. Костяк согласных один и тот же, а голосовки различные – «вал» и «вол». Авторы Библии либо спутали, либо намеренно объявили 12 валов колонн, 12 рядов колонн, слово «вал». Слово «вол», и получилось как бы животное. Художники не поняли сути дела, так стали потом рисовать вместо 12 рядов колонн 12 животных, 12 быков, на которых якобы стоит это водохранилище. Обратимся теперь к Иосифу Флавию. Не только Библия говорит о замечательном сооружении Соломона, но и знаменитый автор Иосиф Флавий. Вот что пишет Иосиф Флавий. «Соломон совершил вторжение в пустынную область и, завладев ею, основал там обширный город. Причиной постройки такого города является то обстоятельство, что южнее нет вовсе воды, тогда как только в одном этом углу можно было найти источники и цистерны. Выстроив и окружив этот город весьма прочными стенами, царь, то есть Соломон, дал ему имя Фадамера, каковое название его и по сей день сохранилось у сирийцев, тогда как у греков он известен под именем Пальмиры. Скорее всего, Иосиф Флавий говорит здесь на самом деле о том же огромном подземном сооружении, цистерне в Стамбуле, хранилище воды. Замечательно, что он употребил слово «цистерна», совершенно правильно, так это водохранилище называется до сих пор и сегодня. И употребил очень интересное слово «фадамера». Он назвал эту цистерну «фадамера». Но, скорее всего, это просто легкое искажение славянского термина воды море. Фадамера, воды море, или просто море воды. Огромный сосуд, в котором хранилась вода, море воды. Таким образом, и в тексте Иосифа Флавия мы видим упоминание, скорее всего, об этом знаменитом сооружении в Стамбуле, цистерне Фадамере. Царьградское название этого сооружения цистерна живет до сих пор. На картине известного средневекового немецкого художника Альбрехта Альдорфера изображена библейская Голгофа, то есть гора близ Иерусалима, где был распят Иисус Христос. Место это очень напоминает окрестности сегодняшнего Стамбула, бывшей столицы Византии, Константинополя. Кстати, обратите внимание на шестиконечную звезду, изображенную на картине Альбрехта Альдорфера у основания креста, на котором распят Иисус. Сейчас ее называют «звездой Давида» и считают древнейшим символом иудаизма. Но в средние века у ранних христиан, как видно из этой картины, она символизировала Вифлеемскую звезду, предвестницу рождения Иисуса Христа. Современные историки объясняют несоответствие пейзажа библейской Голгофы на изображениях средневековых художников с невзрачным ландшафтом вокруг невысокого холмика в нынешнем Иерусалиме, именуемого священной горой Голгофой, тем обстоятельством, что, мол, художники тогда были невежественны и необразованы. Они не знали географию и изображали место распятия Христа подчеркнуто живописно, помпезно и неестественно.
Однако невежественных художников, как выяснилось, оказалось чрезвычайно много. В основном это были средневековые живописцы, которые еще не знали, что нынешний Иерусалим будет находиться на Ближнем Востоке. Им было известно настоящее местонахождение библейского Иерусалима, место земной жизни Иисуса Христа. Поэтому они и изображали его на фоне горного пейзажа морского побережья в районе Босфора. Живописный пейзаж Стамбула, Константинополя и Иерусалима и его окрестностей удивительно похож на те святые евангельские места, которые изображали средневековые художники в своих картинах, настенных фресках, гравюрах и книжных миниатюрах. А унылые, безликие, пустынные окрестности современного Иерусалима Эль-Кудса в Израиле совершенно не соответствуют образу святых мест, связанных с жизнью и смертью Христа, отраженных в мировом изобразительном искусстве и литературе. В библейские времена это была прекраснейшая и плодороднейшая страна, о богатстве и изобилии которой единогласно свидетельствовали древние историки и писатели Диодор Сицилийский, Публий Корнелий Тацит, Плиний Старший, Иосиф Флавий и другие. Богато украшенная прекрасными долинами, богатыми полями и лугами, прохладными лесами, великолепными городами и селениями. Плодородие в Палестине было чрезвычайное. Пшеницу, виноград, ячмень, рис, чечевицу и хлопчатую бумагу разводили здесь в большом изобилии. Розы, лилии, нарциссы и другие благовонные цветы покрывали цветущие нивы. Бальзамный кустарник, кипарис, дуб, миндальное масличное дерево, гранаты, пальмы, кедры росли там в огромном количестве. Особенно же растительностью, плодородием и богатством отличались Галилея, равнина Саронская, горы Ливан, Кармил, долины Васан и Хеврон. Пчеловодство служило также важным предметом хозяйства в Палестине. Из минералов – медь, серебро, золото и даже драгоценные камни. В Библии Палестина представляется как самая прекрасная и плодородная земля, текущая медом и млеком, которая напояется водою от дождя небесного. Современная же Палестина и Израиль – это в значительной степени каменистая, песчаная, безводная пустыня. Относительно плодородной является лишь узкая полоска вдоль моря. В горной местности мягкая глинистая почва сохраняется в углублениях скал, откуда ее не могут смыть зимние дожди, и сохранение ее является главной заботой местных жителей. Плодородной Палестина на Ближнем Востоке никогда не было. Таким образом, главной задачей тогдашних жителей являлось, по крайней мере, в XIX веке, не сохранение урожая фруктов и злаков, а сохранение самой почвы, на которой могло бы вырасти хоть что-нибудь. Согласно Библии, окрестности священной реки Иордан были невероятно богаты и плодородны. Однако сегодняшний Иордан, Эль-Кебире, является полной противоположностью своему библейскому собрату. Вот как описывали Эль-Кебире и его окрестности путешественники-европейцы в XIX веке. Между озерами Хуле и Табария русло Эль-Кебире прорыто в древних потоках лавы. Отсюда до Мертвого моря шириат Эль-Кебире имеет 110 километров в длину. Ширина самой реки доходит здесь лишь до 15 метров. Ее резервуар – Мертвое море с дикими пустынными берегами. В орошающей поля воде ощущается острый недостаток на всей возвышенной полосе. Ключей у подножия гор много близ Халила, якобы библейского Хеврона, но катастрофически мало в окрестностях Эль-Кудса, якобы библейского Иерусалима. Таким образом, мы видим явные противоречия между библейскими описаниями богатейшей и благоухающей плодородием Палестины и той скудностью пейзажа, который можно увидеть сейчас на Ближнем Востоке.
Из всего этого следует логический вывод, что знаменитые евангельские события, связанные с рождением, жизнью и смертью Иисуса Христа, проходили в действительности совершенно в других местах. Конечно же, это была средневековая Византия, занимавшая территорию нынешних Балкан, Северного Средиземноморья и Турции, плодороднейших мест приграничья Европы и Азии. И климат, и пейзаж этих мест полностью соответствуют тем восторженным описаниям библейской Палестины, которые оставили для нас средневековые писатели и художники. Палестиной, между прочим, в те времена называли не арабское государство на Ближнем Востоке, а святые евангельские места. Обратите внимание на старинную живописную картину «Поклонение волхвов». В глубине композиции слева мы видим всадника со знаменем в руке, на котором изображена, как мы уже с вами знаем, символика Византии – полумесяц и звезда. Это лишний раз подтверждает мысль о том, что Иисус Христос родился не на Ближнем Востоке, а в Византии, а средневековые костюмы персонажей картины и металлические доспехи рыцаря со знаменем на коне говорят о времени его рождения. Конечно же, это не первый, а 12 век нашей эры по нынешнему условному летоисчислению. Византийскую символику, полумесяц и звезду можно увидеть сегодня и на других старинных западноевропейских полотнах, посвященных евангельским событиям, связанным с жизнью и смертью Христа. На картине Иеронима Босха «Се человек», сюжет которой разворачивается, как известно, на улицах евангельского Иерусалима, мы отчетливо видим дважды повторяющийся византийский полумесяц на красном флаге в глубине композиции и на алебарде стражника. Этим художник хотел лишний раз подчеркнуть, что действие этого известного евангельского сюжета происходит в Византии, в священном городе Иерусалиме, Царьграде, Константинополе. Та же византийская символика присутствует и на другой картине Босха «Увенчание терновым венцом», датированной 1509 годом. На головном уборе пожилого мужчины, изображенного внизу слева от Христа, полумесяц и звезда выглядят точно так же, как и сегодня на турецком флаге. А на этой средневековой картине «Крестный путь Христа на Голгофу» мы видим не только горный пейзаж Босфора, но и византийские полумесяцы на спинах всадников. Кроме того, на головах у этих всадников одета челма. Это так называемая византийская челма, традиционный византийский головной убор, о котором было широко известно в средние века. Впоследствии этот головной убор благополучно перекочевал в Турцию и вместе с византийской символикой, звездой и полумесяцем стал национальным атрибутом Османской империи. На старинной миниатюре «Взятие турками Константинополя» из французского манускрипта XV века изображен штурм византийской столицы турецкими войсками. На турках, между прочим, мы не видим ни одной челмы. Зато на голове византийского императора Константина Палеолога и у других защитников Константинополя художник, как и положено, нарисовал челму. А императорский шатер, как это и должно быть, венчает византийский полумесяц, впоследствии, после падения Византии, ставший османским. А на этой старинной настенной фреске из средневекового христианского храма в Италии представлены все атрибуты, характеризующие евангельский Иерусалим, Царьград, Константинополь. Живописный горный пейзаж в районе пролива Босфор, мощная крепостная стена, опоясывающая по периметру святой город, башни-столпы, предшественницы православных колоколен и исламских минаретов, увенчанные византийскими полумесяцами, помпезная архитектура крупнейшего мегаполиса культурного и духовного центра мира,
купола многочисленных христианских храмов. Средневековые одежды персонажей. Действие происходит в XII веке, а не в I. И головные уборы в виде византийской чалмы. Можно еще раз до бесконечности приводить убедительные примеры из сохранившейся до наших дней средневековой духовной живописи о жизни Иисуса Христа, чтобы еще лишний раз подтвердить тот факт, что сегодняшний Израиль, Иордания и Палестина не имеют никакого отношения к святым местам, описанным в Евангелиях. Об этом же свидетельствует и Библия, если ее внимательно читать. В частности, истинное место распятия Христа однозначно указано в английском варианте послания святого апостола Павла к Галатам. Галаты, глава 3, стих 1. В русском переводе дословно это звучит так: «О неразумные Галаты, кто заколдовал вас, чтобы вы не подчинялись истине, на чьих глазах Иисус Христос был со всей очевидностью выставлен на показ, распят среди вас». И по-гречески этот фрагмент звучит так же: «Галаты, на ваших же глазах Иисус Христос был преследуем по закону за свои убеждения, будучи распят». Иными словами, именно галаты были очевидцами последних страданий Христа, и его распятие произошло среди галатов, у них на глазах. В современном русском каноническом издании Библии текст этот звучит уже иначе. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Есть и такой вариант перевода. «О неразумные галаты! Кто вас заворожил? Вас, у которых перед глазами Иисус Христос был открыто изображен распятым». При переводе текста с греческого языка на русский был сознательно искажен смысл содержания фрагмента из послания Павла Галатам. Фальсификация эта была сделана для того, чтобы не вводить в заблуждение верующих христиан, которым уже к тому времени объявили о том, что Святая Земля теперь находится не на Босфоре, а на Ближнем Востоке. Это беспрецедентное решение было принято на Триденском Вселенском католическом соборе в 1545 году и поддержано в Москве на Стоглавом православном соборе в 1551 году. Именно с этого времени все художники стали изображать сцены евангельских событий, связанных с Рождеством, крещением и распятием в окружении скудного безводного палестинского пейзажа. Но вернемся опять к галатам. Известно, что галаты в те далекие библейские времена жили в Галатии, на высоком холме недалеко от византийского Царьграда Константинополя, в окрестностях нынешнего Стамбула. Здесь до сих пор находится старинная Галатская башня, и место это называется Галатой. Галаты также жили и на Дарданеллах, Галиполис, нынешний город Гелиболу, и в северо-западном Причерноморье, в районе города Галац в Румынии. Но только не в Палестине. На Ближнем Востоке галатов вообще никогда не было. Согласно классической версии мировой истории, византийский император Юстиниан I якобы в VI веке построил в Константинополе на месте разрушенной церкви знаменитый христианский храм Святой Софии, самый большой храм того времени, который, согласно новой хронологии, является двойником библейского храма Господня, построенного Соломоном в Иерусалиме. В Библии его называют храмом Соломона, и он тоже был самым большим храмом того времени. Получается, что библейский храм Соломона является фантомным отображением константинопольского храма Святой Софии. Далее, царь Соломон, он же Юстиниан I, является отражением знаменитого султана Сулеймена, Соломана Великолепного, одного из самых выдающихся правителей Оттоманской империи.
Поэтому храм Святой Софии, храм Соломона, в том виде, в котором он существует сегодня, был построен не в VI, а в XVI веке условной нашей эры. Это был первый опыт строительства огромного архитектурного сооружения, и оказался он не совсем удачным. Примерно через 20 лет после его возведения храм стал расползаться, не выдерживая нагрузки громадного купола, и султану Селиму II пришлось укреплять его мощными каменными опорами. До начала XVII века, а возможно и позже, храм Святой Софии, где уже много десятков лет молились султаны, так и не изменил своего христианского облика. Иными словами, стамбульские султаны вплоть до XVII века, а может быть и даже до XVIII, молились в христианском храме. Конечно, это не укладывается во внушенные нам предрассудки об османах-атаманах, но прекрасно отвечает реконструкции новой хронологии. Ведь османы – выходцы из Руси-Орды. Они были христианами, молились в христианских храмах. Штукатуркой храмовые мозаики не покрывали, а все кардинальные изменения в обрядности, связанные с периодом иконоборчества, появились лишь в XVII-XVIII веках, вплоть до принятия ислама как основной национальной религии Турции. Одним из ярчайших доказательств того, что Святая София была построена в XVI веке, а не в VI, является уровень ее осадки, вернее, отсутствие осадки. Любое древнее архитектурное сооружение утопает в наносном культурном слое. Оно как бы проваливается под землю. И тогда, чтобы оно продолжало функционировать, в нем перекладываются дверные и оконные проемы нижнего этажа, а старые замуровываются. Рядом со Святой Софией находится старинный византийский храм Святой Ирины. По утверждению историков, оба эти сооружения были построены в одно и то же время. Однако храм Святой Ирины более чем на 2 метра ушел под землю, утонув в наносном грунте культурного слоя за время около 1500 лет, по словам археологов, прошедших с момента его строительства. Оконные и дверные проемы первого этажа у него замурованы. Время сделало свое дело. Во время раскопок археологи дошли до нулевой отметки храма, обнаружив рядом с ним каменные фрагменты древних городских построек, разделенных между собой узкими средневековыми улочками. А теперь посмотрите на фасад храма Святой Софии. У него нет замурованных окон и дверей. Историки говорят, что он, дескать, был сооружен на мощном фундаменте, потому и не провалился. Но речь ведь идет не о фундаменте. Культурный слой никого не щадит. И если бы Святая София была построена в VI веке, как утверждают историки, то она, так же, как и Святая Ирина, утонула бы в наносном культурном слое. Понимая это, турецкие археологи попытались исправить ошибку. Перед входом в храм они вырыли траншею и задекорировали ее под фрагмент вскрытого фасада, якобы ушедшего под землю в культурный слой. На первый взгляд все получилось у них убедительно. Но окна и входные проемы первого этажа остались на прежнем уровне. Выходит, что когда был построен храм, прихожане добирались до входных дверей по приставным лестницам или еще каким-нибудь чудесным образом, карабкаясь по стене. Еще одним бесспорным свидетельством того, что в византийском Константинополе Большой Софии никогда не было, является тот факт, что в главном христианском соборе империи на протяжении 7 веков не был похоронен ни один византийский император. Все погребения императоров, включая Юстиниана,
членов их семей и вселенских патриархов совершались в усыпальнице небольшой Константинопольской церкви святых апостолов, на месте которой потом султан Мехмед II построил мечеть Фатих. Зато в Софии находились усыпальницы османских султанов Мурада III, Селима I, Мехмеда III и Мустафы I. Из всего этого следует логический вывод, что самый большой христианский храм Святая София, построенный в Стамбуле в XVI веке османским султаном Соломоном Великолепным, и есть тот самый библейский храм Соломона с византийским полумесяцем на куполе. Это был самый большой храм, построенный в центре мира, в Иерусалиме, Царьграде, Константинополе, на Босфоре, а не в дикой, безводной, безлюдной пустыне на Ближнем Востоке. Когда в XVI веке небольшое арабское селение Эль-Кудс было переименовано в библейский Иерусалим, то, естественно, нашли в его окрестностях, за пределами крепостной стены, и гору, назвав ее Голгофой. За неимением ничего лучшего имя это присвоили небольшому каменному холмику, на вершине которого сейчас находится мусульманское кладбище. Однако храм гроба Господня, стоящий сегодня якобы на месте распятия и погребения Христа, построен почему-то совершенно в другом месте, которое, собственно, и выдается нынче многочисленным паломникам и туристам за истинную библейскую Голгофу. Но если мы уже точно знаем, что Иисус Христос проповедовал и был распят не в арабском местечке Эль-Кудс на Ближнем Востоке, а в Иерусалиме, Царьграде, Константинополе, то есть ли в окрестностях нынешнего Стамбула место, похожее на евангельскую Голгофу? Оказывается, есть. Это гора Бейкос, самая высокая гора на Верхнем Босфоре. На ее вершине сегодня находится гигантская символическая могила святого Юши. А поскольку имя Иисус по-турецки звучит как Юша, выходит, что гора Бейкос и есть та знаменитая библейская Голгофа, место распятия Иисуса Христа, описанное Михаилом Булгаковым в его романе «Мастер и Маргарита». Сегодня о могиле Юши и Иисуса мало кому известно за пределами Турции, поэтому мы постараемся вкратце рассказать о ней. Вот что писал о горе Бейкос турецкий историк конца XIX века Джелал Эссад. Следуя вдоль азиатского побережья Босфора, достигаем маленькой пристани, называемой Sütlüce, откуда тропинка ведет на самую высокую гору Верхнего Босфора. На вершине этой горы находится могила Иисуса Навина, Юши. Туда отправляются многие больные, надеясь таким образом получить исцеление от своих недугов. Могилу святого Юши Иисуса на горе Бейкос можно увидеть и сегодня. Она представляет собой плоское прямоугольное земляное возвышение длиною 17 метров и шириною около 2 метров и является там предметом религиозного поклонения среди местных жителей. Могила окружена высокой металлической решеткой, чтобы многочисленные паломники не смогли коснуться священной земли внутри ограды. На могиле установлены 2 круглых цилиндрических камня, напоминающие небольшие жернова. В центре одного из них, на верхней стороне, видно 4-угольное отверстие и хорошо заметна трещина. Все сооружение обнесено высокой каменной стеной, в которой сделаны 2 двери и несколько окон. Паломники входят в одну из дверей, обходят могилу кругом и выходят через 2-ю дверь наружу. А теперь обратимся еще раз к летописной рукописи «Хождение игумена Даниила в Святую Землю» с описанием евангельского Иерусалима. В современном русском переводе фрагмент рассказа Даниила звучит так. «Распятие Господне находится с восточной стороны на камне. Оно было высоко, выше копья. Камень же тот был круглый, вроде маленькой горки, а посреди того камня, на самом верху, высечена скважина около локтя глубиной, а шириной менее пяди в окружности.
Тут был водружен крест Господень. В земле же под тем камнем лежит голова первозданного Адама. И разошелся тот камень над головой Адама, и есть расселено это на камне том и до нынешнего дня. Распятие Господне и тот святой камень кругом обнесены стеной, дверей же в стене 2. Рассказ игумена Даниила о посещении им Голгофы, на которой был распят Христос, во время хождения в евангельский Иерусалим, вполне совпадает с тем, что сегодня мы видим на горе Бейкос. Высокий круглый камень, вроде маленькой горки, с отверстием на самом верху в центре. К нему прикручен проволокой шест, символизирующий, вероятно, копье, которым был поражен в бок Иисус на кресте. На вершине шеста укреплен позолоченный диск с арабской надписью. На втором камне, лежащем на противоположном краю, хорошо видна трещина, упоминаемая игуменом. В стене, которой обнесена могила по периметру, 2 двери, о которых также упоминает Даниил. Таким образом, камень с шестом на горе Бейкос, евангельской Голгофе, скорее всего, отмечает место распятия Христа. Именно здесь стоял крест, на котором распяли Иисуса. Далее Даниил пишет: «А от распятия Господня до снятия есть сажен 5». Как мы уже говорили, действительно, в противоположном конце могилы, на расстоянии 15 метров, лежит второй камень такого же диаметра с трещиной. По всей вероятности, он отмечает место, где было положено тело Иисуса после снятия его с креста. Кстати, игумен Даниил говорил о месте своего паломничества в Иерусалиме не как о реальной могиле, а как о месте распятия. Теперь все становится на свои места. Стеной и решеткой обнесли не могилу Иисуса, а то святое место на Голгофе, где он был распят. Камень с шестом означает место распятия Христа, а камень с трещиной показывает место, куда положили тело Иисуса после снятия с креста. Что же касается гроба Господня, то его на горе Бейкос, по-видимому, уже нет. Даниил описывал его как каменный саркофаг. Пещерка мала, у камени сечена, то есть маленькая пещерка, высеченная из камня, причем с маленькими дверцами. Дверцы имущи малы. Это, по всей вероятности, была небольшая каменная гробница. Согласно Даниилу и другим средневековым источникам, гроб Господень стоял в церкви Воскресения, недалеко от места распятия. В настоящее время к стене вокруг могилы Иисуса Юши действительно пристроено каменное здание. Сейчас здесь находится небольшая мечеть. Кроме того, как отмечал Джелал Исад, во время посещения этих мест он видел там развалины каких-то старинных византийских построек, быть может, остатки церкви, но в настоящее время никаких следов византийских построек на горе Бейкос не осталось. Поэтому вопрос о местонахождении гроба Господня до сих пор остается открытым. Но вернемся опять к Даниилу. Он пишет, что ниже места распятия находится крайнего места, еже есть лобно место. Если спуститься вниз по ступенькам от могилы Иисуса Юши, то можно попасть на ровную площадку, ведущую к крутому обрыву в сторону Босфора. Это и есть то самое крайнего место, упоминаемое Даниилом. Вокруг каменной стены, которой обнесено место распятия, устроено небольшое кладбище. Возможно, там похоронены и родственники Иисуса Юши. Если посмотреть на Босфор, повернувшись к стене спиной, то можно увидеть захватывающий пейзаж со скалистыми горами, поросшими дикой растительностью, и водной гладью, по которой плывут корабли. Точно такой же, как и на полотнах средневековых художников, изображавших евангельскую Голгофу, место распятия Христа. В книге Глеба Носовского и Анатолия Фоменко «Забытый Иерусалим» говорится о том, что недавно они обнаружили в окрестностях Стамбула, бывшего Константинополя, руины истинного евангельского Иерусалима на высоком берегу Босфора у подножия горы Бейкос, Голгофы.
На этом месте сейчас сохранился лишь небольшой фрагмент мощной крепостной стены с 2 круглыми башнями. Во всех туристических справочниках руины эти обозначены как старинная византийская крепость Иерос. По-гречески, между прочим, слово «Иерос» означает «святое место». Город Ерос был найден нами не случайно. И я его впервые увидел, когда мы со съемочной группой из «Нового времени» ездили снимать Бейкос. Мы искали захоронения. И, собственно, после того, как мы сняли на Бейкосе гробницу Иисуса, Юши, мы попросили таксиста отвезти нас к ближайшему кладбищу. И тогда он нас повез к Еросу. А рядом с Еросом находится кладбище. Собственно, он нас привел к кладбищу, а совсем не к Еросу. И я туда зашел, там прошел буквально 50 метров, но поднялся уже на такой холмик. И прямо вот передо мной возникла эта крепость, а перед ней стояла вывеска, на которой было написано «Крепость Ерос». Это меня поразило, я помню. Дело в том, что мы давно уже с Анатолием Тимофеевичем подозревали, что Иерусалим, он находится, это не сам Стамбул, а где-то рядом. Рядом. Было много у нас причин это подозревать, там и из евангельского описания это следовало, что это, собственно, не сам Стамбул, но город, находящийся рядом. И мы никак не могли его найти. Мы об этом думали. Мы совершенно не ожидали, что вот это название Ерос прям вот сохранится на местности. Но этот вопрос нас очень беспокоил, и мы о нем постоянно вот помнили. И когда я вот увидел прямо перед своими глазами вот такую картину, впечатляющую башни, крепость и город целый, и ров, там же остатки рва есть. И причем совершенно по соседству там рядом находится соседняя гора, это Голгофа, Бейкос. Собственно, там он должен быть. Мы как представляли, что он должен быть рядом с Бейкосом, потому что расстояние от Голгофы и Бейкоса до Стамбула, Константинополя слишком большое, чтобы там, согласно Евангелию, Христос прошел с крестом такой путь 30 с чем-то километров, это слишком много. И там же в Евангелиях описано, что все за один день было. Это слишком много. А тут идеально. И вот эта табличка прямо, где написано Ерос, тоже название. Ерос, Иерусалим – это, в общем-то, одно и то же название. И это, конечно, поразило. Поразило просто. И потом мы много раз там были, и оказалось, на самом деле, что город-то сам он намного больше, чем то, что мы вначале видели. Это только внутренняя крепость, там, собственно, цитадель, детинец. А сам-то город, он большой. Там просто многие стены разрушены. И сегодня, кстати, турки, они хорошо сделали. Они прямо у пристани, куда подходит корабль, они поместили большую фотографию, сделанную с самолета, где видны масштабы этого города. Он очень большой был. Вот та крепость, которую мы сначала увидели, это просто детинец, верхний город. А сам город был большой, и он, собственно, непосредственно примыкал к соседней горе, к Голгофе, к Бейкосу. И если посмотреть на иконы старые, на которых изображено распятие, крестный путь Христа, как он выходит из ворот Иерусалима с крестом, и вот там уже гора рядом, куда надо подняться, и рядом там пролив, очень много европейских картин изображает эту обстановку. И она считается историками фантастической, но мы-то понимали, что она, скорее всего, правильная, потому что она как-то очень повторяется. Если бы это были фантазии, то один бы так нафантазировал, другой по-другому. А тут, собственно, видно, что нечто общее было во всех этих картинах. И эта общая картина, она совершенно не соответствовала нынешнему Иерусалиму. Но вот где все это происходило, мы не знали. А вот когда мы увидели настоящий Ерос, и рядом Бейкос, Голгофа, то эта картина, она в точности соответствует вот расположению, да, горы, ворот города, пролива, в точности соответствует тому, что было нарисовано на большом количестве средневековых изображений крестного пути Христа. Нетрудно догадаться, что Иерос – это дошедшее до нас искаженное название Иерусалима. Кстати, слово «Иерусалим» в средневековых церковнославянских рукописных текстах писалось через «о» – «Иерос-Алим».
На каменном блоке, вмурованном в старинную крепостную башню, изображен крест и полумесяц. И хотя барельеф этот вырезан уже поздними турецкими реставраторами, византийская символика здесь все-таки сохранена. Обратите внимание на округлые башни Туры крепостных стен Иерусалима. Точно такие же башни мы видим и на известной уже нам миниатюре «Взятие турками Константинополя» из французского манускрипта XV века. По всей вероятности, художник, рисовавший эту миниатюру, знал, где находится истинный евангельский Иерусалим-Константинополь, и рисовал его с натуры. А тот исторический Царьград Константинополь-Стамбул, который сохранился до наших дней, был построен уже гораздо позже. В раннем Средневековье, когда еще искусство картографии находилось в зачаточном состоянии, художники-картографы располагали библейский Иерусалим между Европой, Азией и Африкой, считая его культурным и духовным центром мира. Если сегодня на развернутой спутниковой фотографии Земли попытаться рассчитать центр мира, находящийся между Европой, Азией и Африкой, то нынешний Стамбул, бывший Царьград и Константинополь идеально подходит для этого расчета. Пролив Босфор делит город на Европу и Азию, а Африка находится за Средиземным морем. Если же посмотреть с этой точки зрения на нынешний израильский Иерусалим-Эль-Кудс, то он находится в Азии, далеко от Европы, и центром мира даже по этой причине быть не может. Прошли века. Иерусалим благополучно переселили в Израиль, лукаво назвав это новообразованное государство «Святой землей». А истинный, евангельский Иерусалим стерли с лица земли, разобрав его по камушкам на строительство якобы старинных, подлинных храмов и прочих исторических памятников. У него даже отобрали имя, оставив потомкам лишь жалкую половинку, и ту искаженную. Теперь нам точно известно, где был на самом деле библейский Иерусалим – место земной жизни и смерти Иисуса Христа. Может быть, таким же образом можно найти и место его рождения. Согласно последним исследованиям Фоменко и Носовского, место это находится в Крыму, на мысе Фиолент, в древнем пещерном храме Рождества Христова недалеко от монастыря Святого Георгия. Зададимся очень важным и интересным вопросом. Где же родился Христос? Нас уверяют, что это произошло в Вифлееме, для которого сегодня показывают некоторое место на Востоке. По нашей реконструкции местом рождения Христа, он же император Андроник, в XII веке был знаменитый мыс Фиолент в Крыму. Почему мы сделали такой вывод? Откуда мы извлекли аргументы в пользу этого умозаключения? По нашей реконструкции царь Ирод, который жил в это время в Царьграде, был правителем царства. Как мы знаем по Евангелиям, к Ироду пришли волхвы. Они спросили, где родившийся недавно царь Иудейский. Ирод заволновался и отдал приказ найти и убить конкурента на трон. А волхвы, разыскивая место, где они могут поклониться Христу, вскоре нашли его, они совершили некое путешествие, поклонились ему. И это знаменитый евангельский сюжет. Поклонение волхвов отразилось в сотнях и тысячах картин, икон и различных произведений.
Если события начались в Стамбуле, в Царьграде, то по нашей реконструкции корабль «Волхвов» должен был выйти из Стамбула, направиться на север через Черное море. Куда прибудет такой корабль, отправившись из Стамбула, пересекая Черное море на север? Для этого достаточно обратиться к показаниям и свидетельствам старых бывалых капитанов. Ну вот, например, что говорит одна из старинных лоций. Бывалые капитаны утверждают, что если выйти из Стамбула, Константинополя, и плыть строго на полярную звезду, корабль придет строго на мыс Фиолент. Возникает полярная звезда. По-видимому, в Евангелиях знаменитая Вифлеемская звезда отразилась в двух ипостасях. Во-первых, это отражение вспышки сверхновой звезды по нашей реконструкции в XII веке. А во-вторых, именно эта звезда, полярная звезда, вела волхвов в их путешествии к младенцу Иисусу. Если это так, то по нашей реконструкции корабль волхвов, выйдя из Царьграда, держал путь на полярную звезду, путеводная звезда, которая была тоже названа Вифлеемской звездой, и приплыли в Крым на Фиолент. Здесь очень интересное обстоятельство. Оказывается, течение в Черном море устроено так, что, выйдя из Царьграда и держа путь на полярную звезду, течение вас снесут чуть-чуть на восток, и ваш корабль прибудет в точности на мыс Фиолент. Возникает гипотеза, что именно на мысе Фиолент и произошло событие, которое мы знаем как Рождество Христово. На этом мысу есть знаменитый храм пещерный, который так и называется «Храм Рождества Христова». Как мы знаем по Евангелиям, Иисус был вынужден бежать вместе с Марией и Иосифом в Египет. Египет нашей реконструкции – это Русь-Орда XII века. Наша гипотеза о том, что Андроник Христос родился именно в Крыму, на мысе Фиолент, в пещере, подтверждается также тем, что именно с этими местами устойчиво связаны знаменитые легенды о золотой колыбели Спасителя мира. Эта легенда бытует у караимов в Крыму, а также в легендах о золотой колыбели Зевса. По нашей реконструкции Зевс – это одно из отражений Иисуса Христа. Обе эти легенды очень устойчивые и очень известные, связаны именно с Крымом. Караимы были убеждены, что именно в Крыму находилась золотая колыбель, то есть место рождения, следовательно, Спасителя мира. По легендам караимов, все последующие цари и правители Крыма крестились или в этой колыбели, или рядом с ней. По легендам караимов, именно эта золотая колыбель была спрятана в пещерах в Крыму. Ее долго искали, ее оберегали от врагов, ее спасали, и по легендам она так и не была найдена и уничтожена, и где-то она хранится, и тем самым освещает собою Крым и мыс Фиолент. Далее. С Крымом устойчиво связана еще одна легенда, которая, как мы сейчас понимаем, является отражением той же золотой колыбели, то есть связана с местом рождения Андроника Христа в Крыму. Большой цикл легенд о чаше Грааля. Чаша Грааля тоже легендарный сосуд, легендарный предмет. Огромный цикл легенд связан с этим предметом. По нашей реконструкции, по нашим исследованиям, легенда чаши Грааля – это еще одно отражение легенды о золотой колыбели Христа. Чашу Грааля тоже много лет искали в разных местах. Но наиболее активным местом поисков был и остается именно Крым, именно окрестности мыса Фиолент, пещерные города, которые расположены в этом месте. И здесь чашу Грааля искали, начиная с XVIII века, XIX века, ее активно искали и в XX веке. Все это указывает, что сохранились устойчивые легенды, которые четко указывают на местонахождение этой святыни именно в Крыму, в окрестности мыса Фиолент. И становится понятно, почему русские императоры посещали неоднократно именно мыс Фиолент и храм Рождества Христова. По-видимому, подлинные события
о том, что здесь родился Христос, были забыты. Но сохранилась некая смутная традиция, которая утверждала, что это место святое, надо ему поклоняться. Поэтому недаром наши императоры неоднократно посещали именно мыс Фиолент. С мысом Фиолент связано еще одно важное событие, имеющее огромное значение в христианстве. Это место Успения Пресвятой Богородицы. По нашей реконструкции именно в Крыму Богородица провела последние свои дни. Здесь она умерла. И произошло это в окрестностях пещерного города Чуфут-Кале. Именно здесь находится знаменитый Успенский монастырь, одна из главных святынь христианства. И становится понятно, почему Богородица перед своей кончиной приехала именно сюда, в Крым, на мыс Фиолент. Она приезжала, по-видимому, потому что здесь родился младенец Христос. Она вернулась в те места, где она провела свои самые главные дни жизни, когда родила Андроника Христа. И здесь же находились и находятся святые места, связанные с Богородицей. Поэтому мыс Фиолент, окрестности мыса Фиолента, города Чуфут-Кале, Успенский монастырь, все это связано напрямую с двумя замечательными географическими точками – местом рождения Андроника Христа и местом Успения Пресвятой Богородицы. На старинных картах и морских лоциях мыс Фиолент обозначен как Феолент, так же, как сегодня пишется и произносится название известного в Крыму города Феодосия. И это не случайно, поскольку Фео по-гречески «бог», Лент или Лент по-готски «земля». Получается, мыс Фиолент – это земля Бога или земля, где родился Бог. В заключении еще раз вернемся к живописным полотнам средневековых западноевропейских художников, изображавших на них евангельские события Рождества, Крещения и распятия Христа. По этим старинным изображениям нетрудно догадаться, где был на самом деле библейский Иерусалим. Полотна эти, все без исключения, были написаны до 1545 года, то есть до судьбоносного Вселенского Триденского католического собора, после которого святые библейские места чудесным образом телепортировались из центра мира на Босфоре в центр Азии, на Ближний Восток.
Vernon.